Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы поговорим об арабских клонах люксовой парфюмерии. Тут, как известно, арабская парфюмерия нас очень выручает. Когда нам недоступен какой-то люксовый аромат, то у арабов есть отличные просто копии, иногда даже один в один, которые имеют достаточно бюджетную цену. И о таких ароматах мы поговорим сегодня. И начать я хочу с аромата Амир Ал-Ал. Он такой удово-дымно-ванильный. Его цена в районе 25-30 евро, но звучит действительно дорого, прекрасно, роскошно. Что интересно, что в аромате, который еще не настоялся и только пришел в магазин, я слышала как будто бы что-то аптечное, как будто бы бальзам звездочка. И я знаю, что у данных нот также есть свои почитатели, поэтому вполне возможно кому-то даже больше понравится не настоявшаяся версия. Мне же в нем нравится именно очень красивая дымная ваниль, ут, все это очень глубоко, действительно роскошно. И хочу сказать, что данный парфюм очень и очень похож на аромат Fireplace от Margiela. Единственное различие, которое я могу уловить, так это то, что Fireplace как будто бы чуточку полегче, он не такой диффузный. И, возможно, чуточку более сладкий, но здесь уже как кто воспринимает, и на разной коже все-таки мы помним, что ароматы раскрываются по-разному. Но в целом ароматы действительно очень и очень похожи. При этом Margiela стоит в 3 раза дороже, поэтому хотите сэкономить, хотите найти бюджетную замену, присмотритесь, пожалуйста, к предыдущему аромату. Один из моих любимых ароматов на прохладное время года – это Лира от Ксержов. Это такой лимонный десерт. В нем есть и гурманские, очень нежные, такие притягательные, обволакивающие нотки. Также здесь есть и освежающий лимончик, но он такой кондитерский, очень интересный, задорный. И вот это сочетание лимона и десерта, оно мне очень нравится. И в прохладное время года, зимой, он мне просто отлично повышает настроение. И при этом он звучит очень красиво, элегантно, женственно. Он очень комплиментарный. Мне действительно он нравится, и я с удовольствием пользуюсь. Его верхние ноты – это апельсин, бергамот и лаванда. В средних нотах корица, лакричник и жасмин. В базе же ваниль, карамель и мускус. Прекраснейший лимонный десерт, но цена здесь, как и у других ароматов данной марки, конечно же, не совсем бюджетно. 270 евро за 100 миллилитров. При этом мы с вами очень часто разбираем бюджетные копии люксовых ароматов, но я не раз уже упоминала, что и среди люкса, среди ниши также есть клоны. И, например, у данного парфюма есть также люксовый брат-близнец. Стоит он несколько дешевле, цена здесь приятней. А именно это аромат Devotion от Dolce Gabbana. Последний год он входил в всевозможные топы, он очень популярен, действительно красивый, женственный. И это все тот же лимонно-ванильный десерт. Звучит очень и очень похожи, на некоторые кожи вы их просто не отличите. Ну и нужно сказать, что цена здесь приятней. Это уже не 270 евро за 100 миллилитров, а что-то в районе 160 евро за 100 миллилитров, что в принципе значительно экономит бюджет. Ноты здесь в пирамиде несколько отличаются, но на моей коже, я повторюсь, звучит идентично. Все тот же очень притягательный, очень милый, очень комплиментарный лимонно-ванильный десерт. Но я знаю также два бюджетных аналога предыдущих ароматов от Ксержов и от Dolce Gabbana. И один из них это Шахур Эликсир. Цена здесь за 100 мл в районе 35-40 евро. И это все тот же сладкий, нежный, чуточку искристый лимонный десерт. Я бы сказала, что первые часы раскрытия данного аромата – это точная копия, здесь никаких отличий нет. Это все тот же Devotion от Dolce Gabbana, и это все та же Лира от Ксержов. И единственное отличие, которое я здесь слышу, оно проявляется на моей коже уже в самом-самом конце, когда аромат практически слетел. Что-то здесь есть, какие-то арабские, такие восточные ноты. А при этом я в данном парфюме улавливаю, кроме лимонно-ванильного десерта, также такие нежные, очень тихие, спокойные молочные ноты, но они здесь очень гармонично вписываются. В его верхних нотах лимон, карамель и ром.
В средних нотах молоко и цветок апельсина, в базе же ваниль, амбра мускус и бензоин. Ну и второй арабский брат-близнец лиры и девойши – это прекраснейший аромат Виктория от Латафы. Звучит очень-очень похоже, на некоторые кожи практически неотличим. При этом стоимость, конечно же, гораздо более бюджетная. За 100 мл вы отдадите примерно 30-35 евро. Если уж искать какие-то отличия, так это то, что Devotion и Лира звучат чуть более плотно, а Виктория как будто бы чуть более нежный аромат. Но, кстати, многим это понравится даже больше. Лично для меня я бы выбрала для себя Devotion и Лиру на осень и зиму, а Викторию я бы оставила на весну и на лето. В верхних нотах данного парфюма лимонная меренга, в средних нотах нероли и в базе ваниль. И это все тот же прекрасный лимонно-ванильный десерт, очень нежный, очень красивый. Поэтому, если вы хотите сэкономить, я рекомендую вам присмотреться к этим ароматам. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. И если вы хотите поддержать мой канал, то ссылка будет в описании к этому видео. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!